Друзья, привет! Я рад вас видеть на своем канале, и мы продолжаем с вами нумерологию. И тема сегодняшнего нашего будет с вами выпуска – это нумерология нашего имени. Что скрывает наше имя? Для того, чтобы понять, как вычисляется число нашего имени, давайте нарисуем с вами вот такую табличку. Она у нас будет состоять из алфавита, получается. И здесь мы будем делить на 9 столбцов, потому что у нас 9 чисел. Поехали. Первый столбец, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмой. И нарисуем здесь девятый, пусть будет. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот здесь у нас будет девятый. Вот так получилось 10 столбцов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И наверху мы будем писать с вами числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Внизу мы будем писать с вами буквы. Я для вашего удобства рекомендую вам записывать гласные красной ручкой, например, а согласные синей либо черной. В дальнейшем вы поймете почему. Итак, запишем буквы. А. Здесь будет Б, В, Г, Д. Здесь будет Е. Букву Ё мы с вами будем пропускать, будем ее считать как тоже букву Е. То есть здесь разделим и напишем букву Ё. Седьмая у нас будет Ж. Здесь З. Букву И сделаем согласную и гласную. Обозначим это как под числом 9. Поехали дальше. И краткое. Затем идет К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т. Так, очертим. У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, потом Щ, затем твердый знак, буква И, мягкий знак, и затем буква Ю и буква Я. Вот примерно такая у нас с вами получается раскладка. Мы с этой раскладкой будем работать в будущем. Она у нас с вами пригодится. Каким образом мы будем вычислять наше, скажем так, число имени? Возьмем для примера, Иван. Фамилия пусть будет у него Петров.
И отчество у него будет пусть Иванович. Я записываю столбец для того, чтобы было удобнее и нагляднее. Иванович. И здесь мы будем выписывать цифру, соответствующую букве наших инициалов. Для удобства можете взять ручку другого цвета, чтобы вам было нагляднее и удобнее читать. Итак, буква И, соответственно, у нас соответствует число 9. Записываем число 9. Букве В соответствует число 3. Запишем 3. Букве А, естественно, единица. Букве Н соответствует 4. Букве П соответствует 6. Букве Е соответствует тоже 6. Букве Т соответствует 9. Букве Р 7. Букве О 5. Букве В у нас 3. Продлим вот так немножко. Букве И у нас соответствует 9. Здесь 3. Здесь единица. Здесь снова 4. Здесь у нас 5. Здесь у нас 3. Здесь у нас соответствует снова 9. И здесь 5. Здесь у нас сумма получается 17. 17 это у нас двузначное число. Нам надо его довести к однозначному. То есть, соответственно, мы единицу складываем с 7. И у нас получается рабочее число 8. Здесь у нас получается сумма чисел 36. 36 это тоже двузначное число, и нам надо его привести к однозначному. Вот, соответственно, здесь у нас получается в сумме 9. Это второе рабочее число. Здесь у нас в сумме получается 39. Это тоже двузначное число, и мы, приведя его к однозначному, получаем 12. 3 плюс 9 – 12. Опять получается двузначное число. Складываем единицу с двойкой, получаем 3. Это наше рабочее число номер 3. Итак, каким образом мы будем вычислять? Мы суммируем все эти числа вместе. То есть мы прибавляем 8, 9 и 3. Но опять же нужно смотреть, чтобы если мы получаем однозначные, точнее двузначные числа, то мы опять же их редуцируем до однозначного. Здесь у нас суммарно получается число 20. Это тоже двузначное число. 2 плюс 0 получается 2. Искомое число у нас получается 2. И теперь кратко будем характеризовать каждое число. Итак, поехали. Если у вас получилось суммарно число 1, то это означает, что вы, как правило, лидер от природы, и, соответственно, вы независимы и индивидуальны. Крайне честолюбивы и незаурядны и бесстрашны. Вы применяете новые нетрадиционные методы в поисках и изучении чего-либо. Обладаете исполнительскими способностями и наиболее удачливы в собственном каком-нибудь бизнесе. Очень своевольны, и ваша сильная личность либо притягивает, либо отталкивает людей. Обладаете огромной способностью к концентрации и к видению цели, тем самым делаете цель более доступной. Вы отстаиваете собственные убеждения прочно,
и также вы устойчиво стоите на своих ногах, а также на своем слове. Также, как только вы уверились в правильности своих идей, то настойчиво и даже упрямо отстаиваете и пропагандируете их. Избегайте антагонизма и упрямства. Вы должны воспитывать в себе равновесие, терпимость и спокойствие. Также вы начинаете действовать, когда есть необходимость в лидере. Гордость может стать пороком. Вы способны отождествлять себя с целями и желаниями настолько, что иногда не замечаете слабых своих мест. Если у вас получилось число 2, то сейчас мы говорили про единицу. Если у вас получилось число 2, то это говорит о том, что ваши способности ярче выражаются, когда вы работаете с людьми, а не в одиночестве. В то же время вы лучше чувствуете себя в роли партнера, чем в роли лидера. Люди с числом выражения 2 обычно находят себя в медицине, педагогике и научной какой-либо работе. Также вы ищете равновесие и мира во всех взаимоотношениях и ситуациях. Однако чувствительность делает вас уязвимыми. Вы можете вывести из равновесия вас может вывести из равновесия даже какое-либо недоброе слово. Вы очень дружелюбны и открыты, прекрасно умеете поддерживать людей и способны добиваться от них максимального. Вы – сила, стоящая за троном, то есть вы нужны лидерам, так как обеспечиваете их необходимым проницательностью и вашими советами. Также вам приносит удовлетворение и удовольствие сознание того, что вы нужны, несмотря на природную скромность. Роль родителя нелегка для вас, возможно, потому что вы не любите бороться за дисциплину и нуждаетесь в равновесии, деликатности и гармонии с окружающими. Если у вас получилось число 3, то вы оптимист и вдохновитель, вы выразительная личность. Люди чувствуют ваш положительный настрой и бодрость, и ваш успех. Также вы будьте осторожны и не распыляйте свои таланты. Для вас губительно отсутствие дисциплины и порядка в жизни. Не становитесь бездумным расточителем энергии, который бежит от ответственности и обязательств. Необходимо также научиться концентрации и сосредотачиваться. Это ваш ключ к успеху. Большие способности к занятию искусством и деятельности требуют изобретательности. Несмотря на незаурядные умственные способности, вы лучше воспринимаете мир через образы, а не через слова. Поэтому можете абстрактно мыслить. Также, чтобы при этом вы можете проявлять изобретательность и чувственное свойство, которое часто подавляется в детстве. Также, если вам не хватает уверенности в реализации своих целей, вы можете превратить свои способности в горстку тривиальных рутинных. Любовь, романтика и деньги вам доступны. Вас окружают друзья, поклонники, и иногда люди появляются как бы ниоткуда, чтобы помочь вам в трудной ситуации. Нужно научиться использовать их вмешательство в вашу личную жизнь. Вы не одиночка, но и не являетесь полностью зависимым человеком. Вы больше социальная личность, и необходимо стремиться к конкретно поставленной цели. Если получилось число 4, то у вас сильно развито чувство порядка, и вас привлекают системы менеджмента. Вы можете следовать сложному плану. Также вы не тот человек, который может пуститься в любые путешествия без карты. Вы берете на себя серьезные обязательства, но также вы презираете все нестабильное, непрочное и непредсказуемое. Вы не любите неудобства, предпочитая надежное и проверенное. Но эти свойства сильно замедляют исполнение вашего задуманного. Также важно, чтобы вы правильно оценивали трудности, и ведущие силы испытывают вас и направляют к цели. Ваша задача чаще подключать воображение и привлекать к работе более изобретательных людей.
Также вы моралист, и вы чисты и честны, но может быть даже и твердым, и неподатливым. Не нужно позволять сильным желанием управлять вашими чувствами здравого смысла. Если получилось число 5, то это может говорить о том, что вы очень свободная душа. Вы любите перемены и приключения, а также развлечения. Можете заниматься практически всем, но не всегда хорошо. Только спасаясь от плена иллюзорной безопасности, вы можете использовать свои возможности. Необычайно легко приспосабливайтесь. Также перемены – это блаженство для вас. Любая задержка – катастрофа. Несчастны, когда вас тянут назад, либо вниз. Вкус и цвет жизни вас привлекает больше всего. С детства, возможно, вы мечтали о дальних странах и новых ощущениях и приключениях. Вся жизнь для вас, можно сказать, это площадка для игры. То есть это может вовлечь вас в беду, поскольку вы можете исчерпать свои природные ресурсы. Вы любите работать с людьми, но старайтесь выполнять свое задание без затруднений и ограничений со стороны других людей. Умны и легко схватываете, но мыслительный процесс, как и вся ваша жизнь, не организована и разбросана. Также вы чувствительны и обладаете сильным сексуальным влечением. Эти качества обеспечивают вам оживленную и восхитительную любовную жизнь, но необходимо избегать поверхностных чувств в отношениях. То есть ваша установка – стремление к зрелым и длительным отношениям. Число 6. Вы прирожденный советчик, вы любящая и заботливая личность. Обладаете способностью ставить интересы других превыше своих собственных. Также у вас есть музыкальные способности, но творческие таланты иногда недоразвиты, либо подавлены в результате стремления служить другим. Также необходимо быть осторожным и не ограничивать свободу других людей. Вас считают идеалистом, которому необходимо супружество, дружба и человечность. Число 6 наиболее уравновешенное из всех чисел, но заключает величайшие парадоксы. Например, оно напоминает два слабоустойчивых противоположных направления. Число 6 обладает даром разрешения своих внутренних противоречий. Также, возможно, вы слишком идеалистичны, и для вас характерно искушение добиваться прекрасных целей любыми средствами. Вы должны опасаться назойливости, домашней тирании и стремления всегда быть правым в семейных спорах. Также вам нравится любовь и признательность окружающих. И тем не менее, вы будете удачны в бизнесе, особенно в областях, требующих работы с людьми. 7. Люди обладают аналитическим умом и безграничным желанием искать ответы на скрытые загадки жизни. Имеют интерес к науке, философии и даже мистике. Также вами движет стремление к знаниям и справедливости. Вам следует научиться переводить грань между иллюзорным миром и реальностью. Вам необходимо время для того, чтобы стать самим собой. Слишком интенсивное общение у вас вызывает стресс. Необходима спокойная личная жизнь и место, куда можно удалиться от какой-то суматохи жизни. То есть еще часто удивляетесь, как другие такие серьезные люди, как вы, не могут постичь глубины знаний. Вы любите учиться, педантичны, и также лучше завершить образование в юности и не заботиться слишком сильно об успехе. Пусть все происходит самим собой, но помните, что все достижения и награды идут из наивысшего источника. Также для вас, скажем так, и доминирует, то вы можете быть нечестны и жестоки. Созерцание и медитация – это мягкие, утонченные вибрации жизни, которые
усилит и улучшит вашу жизнь. Исследователь, аналитик, изобретатель, лаборант и многие профессии, которые связаны с интеллектуальной деятельностью, наиболее будут вам подходить. Число 8. Обладайте силой и можете добиться больших успехов, если ваше признание и природный дар, способность доминировать на небольшом кусочке земли. Вы конкурентоспособны и не отступите, пока не удостоверитесь, что все возможности использованы. Вы человек-реалист и имеете фантастическую способность к планированию. Вы дипломатичны и производительны. Вы лидер и хорошо разбираетесь в характере людей. Также вы требовательны к тем, кто работает на вас. Часто руководствуйтесь признаком «делайте так, как я вам говорю», иначе не делайте вообще. В то же время вы стараетесь наградить преданных и упорных работников. То есть вы не очень жесткий лидер. Умеете хорошо обращаться с деньгами, властью и силой. Необходимо приложить большие усилия, чтобы пережить взлеты и падения, прежде чем вы добьетесь желаемого успеха. Для успеха важно равновесие между материальным и духовным. Будьте осторожны с употреблением алкоголя, поскольку это для вас будет опасной зоной. И так как вы прекрасный менеджер и организатор, и администратор, вы можете реализовать себя во многих поприщах. Также вы имеете особый дар, использование которого верное либо неверное окажет на тех или иных, кто с вами рядом, физическое воздействие. Необходимо использовать этот дар во благо общества. 9. Говорит о том, что вы гуманитарий, вы привлекаете возможность стимулировать в других стремление к лучшему. Вы крайне идеалистичная личность, вплоть до наивности в оценке людей и методов. Вы бы хотели страдать за идею. Это может стать смыслом вашей жизни. Время от времени вас вовлекают в мероприятие, успех которого существенно зависит от желания удовлетворить ваше эго. Вы идеалист и обладаете способностью управлять массой людей. У вас очень большой запас гуманизма, и вы не связываете их с предрассудками. Вы заводите людей и сотрудников, а также союзников на любых жизненных дорогах всех цветов и религиозных убеждений. И широкий кругозор знакомств и опыт развивают такие качества, как коммуникабельность. У вас, можно сказать, даже избыток артистизма, и следует правильно научиться выражать свою любовь, более одушевленно и более открыто. Вы очень любящая и открытая личность, но часто не желаете демонстрировать того, что чувствуете на самом деле. Избегайте проявления глубоких чувств, и то есть тем самым вы сберегаете эмоциональные ресурсы. Ваша уверенность и торжество гуманизма непоколебимы. Также вы ищете хорошее в людях, но они иногда используют вашу ранимость в своих интересах. Лучший способ личного удовлетворения – это войти в некую более крупную социальную систему. Так, если у вас получилось число 11, то у вас наиболее ярко заряженное число выражения. То есть, подобно громотводу, вы притягиваете мощные идеи. Впрочем, уверенности в своей силе у вас почему-то нету. Чтобы находиться в эмоциональном и психологическом равновесии, необходимо научиться контролировать поток этой энергии. Проблема заключается в том, что бессознательное безгранично, а сознательное по определению действует на очень маленькой арене. Вы всегда ощущаете свою особенность, но это смутное чувство, очень чувствительные, особенные в детстве. Это делает вас ранимым во всех конфликтах. Также вы можете не осознавать, что обладаете такой чувствительностью. У вас образуется такой, как большой запас эмоций, сдерживаемых из-за неспособности выразить свои чувства. Вы идеалистичны
непрактичны и временами беспорядочны. Ваши ожидания часто нереальны. Причины поступков, порождаемые смесью логики, эмоций и интуиции. Ваши рациональные товарищи иногда с трудом могут дать им разумное объяснение. Число 22. Люди обладают господствующим числом, имея уникальный дар постижения, можете создать видимость проявления постигнутого вами на Земле. Ваши мечты, как правило, необъятны. Каждая цель экстремальна. Вы мечтаете создать что-нибудь такое вечное, лучшее для всего человечества на Земле. Даже в детстве, например, вы смутно можете знать, что нужно сделать, поскольку вы не обладали величайшей ответственностью. Вы должны изрядно повзрослеть, прежде чем будете пользоваться своей силой и правильно доверяться своей судьбе. Многообещающий потенциал вашего выражения уравновешивается трудностью задач и борьбой, необходимой для ее реализации. Число 22 достается тем, кто верно понимает данный свыше шанс прыгнуть и, скажем так, в другое измерение, в котором ваш день удлинится, возможность создавать и влиять возрастут, а способность оказывать неоценимые услуги человечеству повысит нормальные человеческие пределы. Также вы можете стать очень хорошим лидером. Вы настойчивы, не отступайте от выбранного вами пути. Вам нравится работать на больших предприятиях, государственные границы, либо расовая принадлежность мало значит для вас. Также должны выбирать такого партнера для брака, который не будет нуждаться в вашей поддержке. Не ищите партнера, который мог бы не только участвовать вместе с вами в достижении цели, но и вносить свой независимый вклад. Вы человек дальновидный, и усилия, направленные на грандиозные свершения в устойчивости, принесет огромный прогресс вашим начинаниям. Итак, поговорив о числах вашего имени, можно сказать, что число вашего имени – это вы. То есть полное имя отражает ваш действительный потенциал, в том числе и таланты и возможности, которые вы до сих пор не реализовали. Можно сказать, что число жизненного пути, либо число вашего имени основано на дате вашего рождения и имени. И число, например, будет характеризовать вас как наиболее полно и наиболее глубоко. Если вам это видео понравилось, подписывайтесь на канал. Я буду рад читать ваши комментарии и ваши лайки. До новых встреч!